Всем привет! Меня зовут Вера. Сегодня я расскажу о коррекции лица с помощью косметики. В этом видео я покажу корректирование лица разными косметическими продуктами. Я расскажу о типах лица, как их правильно корректировать. Я нарисовала разные формы лица. Я буду наносить прямо на бумагу косметику, чтобы показать, как правильно делать коррекцию при определенной форме лица. Самая популярная просьба, когда девушки садятся ко мне на макияж, это просьба сделать лицо более узким и убрать щечки. Коррекция – это визуальное моделирование лица с помощью цвета. За счет того, что на зоны наносятся светлые или темные оттенки, лицо можно сузить или наоборот в каких-то зонах визуально расширить. Как узнать, какая у вас форма лица? Для этого возьмите резинку и завяжите волосы в хвост. И подумайте, какая геометрическая фигура наиболее подходит к вашему лицу. Есть овальная, прямоугольная, треугольная, ромбовидная. И считается, что самая идеальная форма лица – это овальная. Поэтому в коррекции всегда есть стремление к этой форме овала. Я сейчас покажу на примере моего лица, где мне нужно скорректировать. Я нарисую овал с помощью стика темного. Вот с таким контуром бы выглядело мое лицо, если бы оно было овальное. Чтобы приблизиться к идеальной форме овалу, соответственно, мне нужно затемнить бока лба, спуститься вниз, под скулой затемнить, чуть-чуть затемнить подбородок, потому что он у меня заостренный. Есть три варианта коррекции лица. Первый вариант, он самый простой, это иметь в косметичке два тональных крема разных оттенков. И один светлый, подходящий под ваш тип кожи и подходящий под цвет и основного тона. Второй — это оттенок на 2 или 3 тона темнее, чем основной тон, для того, чтобы был контраст между этими цветами. Если по бокам нанести темный оттенок, а светлый оттенок нанести на основные зоны. Вот как выглядит коррекция с двумя тональными средствами. Как было видно, я нанесла темный цвет сюда, на боковые части. Основные два варианта коррекции лица – это жирным продуктом и сухим. Жирный продукт подойдет для сухой или очень сухой кожи. Сухой продукт подойдет для жирной и смешанной кожи. У меня смешанная кожа, поэтому мне отлично подходят сухие продукты наибольшему количеству людей по типу кожи. Плюс у них более легкий эффект, более естественный, натуральный. И кисточкой можно без проблем легко растушевать. Жирным продуктом придется все поаккуратнее наносить и тщательно растушевывать. Самая оптимальная у меня палетка для работы и для жизни – это палетка Contour Kit от Анастасии Beverly Hills. Переводится как контурный набор. Это очень популярная палетка, и она идет с сухой текстурой. Самый оптимальный цвет контурирования находится снизу, в серединке. Он не рыжит, он не розовит и является холодноватым оттенком. И цвет его называется Fawn. Переводится, кстати, как олененок. А первый этап, который нам нужен, это подготовка лица, коррекции. С помощью тонального крема я выравниваю цвет лица. Далее я беру кисточку. Она не такая толстая и не тоненькая. Мне удобно делать тоненькой кисточкой коррекцию носа. Для скул я могу взять кисточку потолще. Конечно, в жизни для коррекции не хочется очень много кистей, поэтому можно взять какой-то универсальный размер. И наношу корректор под скуловую кость. Наношу по краям лба. Видите, у меня щека, она как бы проваливается. Видите, уходит в тень. Кисточка должна быть упругой и не очень мягкой, иначе будет неудобно. Здесь и все это сбоку объединяю. И вторую сторону я делаю. И визуально у меня лицо становится уже. Можно еще нанести около роста волос, тем самым уменьшив объем своего лба. Для того, чтобы сделать нос уже, нужно на спинке носа нанести тень. Можно еще нанести под носик, для того, чтобы его чуть-чуть укоротить.
Вот такое вот скульптурированное лицо у меня получилось. Оно сразу становится уже, не видно границ, и все смотрится очень естественно. Я буду затемнять здесь. Буду затемнять скулы. Подбородок чуть-чуть. Ну а светлые зоны я высветлю консилером. Вот такая коррекция получилась. Жирную текстуру обязательно нужно зафиксировать рассыпчатой пудрой. Еще отличный вариант делать коррекцию лица с помощью бронзатора и румян. У меня Bobbi Brown в оттенке Star Street и румяна от MAC Harmony. За исключением девушек с очень светлой кожей, белоснежек. Они, к сожалению, будут на такой коже очень сильно разжить. Бронзатором мне нравится делать скульптурирование, потому что помимо этого еще бронзатор придает такой свежий вид, как будто вы только приехали с моря. Очень даже рекомендую рассмотреть его. Вот скульптурирование бронзатором мне очень нравится, я частенько делаю. Тоже мне нравится, как получается. Еще можно скульптурировать лицо с помощью румян, если наносить их правильно. Для того, чтобы мне мое лицо сузить, я кисточку веду к уголку рта и продлеваю ее до вот этого места. У Makeup Forever есть палетка для скульптурирования. Я ей пользуюсь не так часто, но мне в этой палетке очень нравится вот этот холодный темный цвет. Это палетка с жирными текстурами. Для визажистов эта палетка неплоха, но на жизнь я бы эту палетку не выбрала. Высветление можно сделать сухими светлыми корректорами, с хайлайтерами. И если я наношу вот сюда вот хайлайтер, то эта часть также можно больше на первый план, а темная часть уходит назад. Мне понадобится оттенок Санторини. Я приступаю к расположению коррекции на лице. Это овальная форма лица. Она считается самой идеальной формой лица, поэтому не нуждается в особой корректировке. У овального лица немножко вытянут лоб, поэтому можно пройтись чуть-чуть сверху лба, слегка затемнить боковые стороны и подчеркнуть скулы. Вот такое мягкое скульптурирование подходит для овального лица. Следующая форма лица – это прямоугольная. Прямоугольная форма лица вытянутая. Высота превышает ширину лица. Широкий лоб, высокие скулы и угловатый подбородок. Прямоугольное лицо нужно сократить по высоте. Поэтому нужно сократить высоту лба, нанести под скулой, на нижнюю челюсть. Можно пройтись по краю волос чуть-чуть. Чтобы визуально скрыть вытянутость лица, нужно в районе висков высветлить, щечки высветлить, под скулой, нижнюю челюсть и над подбородком. Я перехожу к форме круглого лица. Примечательно то, что лицо широкое, высота может соответствовать ширине. Все имеет округлое очертание. Помни о том, что в коррекции мы стремимся к овалу. Такое лицо, конечно, нужно вытянуть. Поэтому нужно затемнить и всю боковую часть лба и свести к подбородку. И нанести их также круглое лицо можно более скульптурировать румянами.
Следующая форма лица треугольная. Треугольная форма лица отличается тем, что у нее широкий лоб и узкий подбородок. И здесь можно увидеть в этом лице вот такой треугольник. Сужается очень сильно к низу. При треугольной форме лица нужно затемнить боковые части, внешнюю часть лба, чуть-чуть под скулой и нижнюю часть подбородка. Высветлить зоны нижней скулы и высветлить центр лба, а также зоны над скулой. Следующая форма лица – это квадратная. Квадратная форма лица визуально помещается в квадрат. Скульптор нужно нанести квадратного лица широкие по всем краям и широкое. Также квадратное лицо отличается широким лбом. Боковые части свести на нижнюю челюсть, тем самым убрать тяжелый низ. Линии должны быть округлые и не резкие. Высветлить нужно вот эту часть лба, всю вот эту часть и подбородок. Также проскульптурировать лицо можно румянами. Румяна нужно нанести от височной зоны к уголку губ плавным овальным контуром. И последняя форма лица – это ромбовидная. У этой формы узкий лоб, напоминает геометрическую фигуру ромб. Широкий подбородок узкий, а ромба широкий. Нижняя часть. Нанести можно чуть-чуть на боковую часть лба. Нужно вытянуть лицо, при этом убрать четкие скулы. Поэтому затемнить нужно на нижней части скул и сделать плавнее четкий подбородок. То есть в ромбовидной форме лица нужно смягчить все острые углы. Румяна нужно нанести на верхнюю часть скулы. Если это видео было полезно, ставьте лайк, пишите ваши комментарии. До встречи, пока!